Сегодня мы будем рассматривать, как именно оспаривать крупные сделки и сделки с заинтересованностью. И эту тему мы обсудим с Константином Галиным, специалистом по корпоративным спорам. Костя, привет! Привет, Ната. Расскажи нам, с 2017 года были внесены изменения в то, как именно оспаривать крупные сделки и что изменилось в предмете их доказывания? Надо сказать, что основным, наиболее значимым изменением, которое произошло в оспаривании крупных сделок, явилось то, что состав стал формальным. Если ранее состав был материальным, то есть необходимо было доказать, что эти сделки являлись для общества убыточными, что они повлекли для общества какие-то существенные вредные последствия, то теперь необходимо просто доказать то, что эти сделки были заключены с нарушением предусмотренного законом порядка согласования их совершения. И этого уже будет достаточно для оспаривания таких сделок. То есть теперь стало проще оспаривать такие сделки? С одной стороны, действительно может показаться, что сделки стало оспаривать проще, но с другой стороны, было усложнено само понятие крупной сделки, в него было введено понятие обычной хозяйственной деятельности. То есть если раньше доказывание того, что сделка была совершена в порядке обычной хозяйственной деятельности, являлось возражением на применение правил об оспаривании крупной сделки, то теперь само понятие крупной сделки включает в себя то, что эта сделка заключена не в порядке обычной хозяйственной деятельности. Таким образом, заявителю, который намеревается оспорить крупную сделку, необходимо будет доказать, что эта сделка не совершена в порядке обычной хозяйственной деятельности. А критерии вот этой обычной хозяйственной деятельности, они являются достаточно оценочными. А какая именно деятельность будет являться обычной хозяйственной? Что-нибудь новые изменения говорят об этом? Да, в изменениях заложена как раз-таки реформа понятия обычной хозяйственной деятельности, и здесь заложено понимание законодателем крупных сделок как неких квазиликвидационных, квазиреорганизационных сделок, то есть сделок, которые несут существенные изменения в деятельности общества. Все остальные сделки являются сделками, совершенными в порядке обычной хозяйственной деятельности. Еще одно существенное изменение – это то, что теперь при оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью заявителю необходимо будет доказывать недобросовестность контрагента, который заключил такие сделки. Да, действительно, это еще одно достаточно серьезное изменение. Если ранее контрагент по сделке должен был доказать, что он не знал и не должен был знать о наличии каких-то ограничений на совершение этих сделок, требующих одобрения со стороны общества, то теперь концепция изменилась, и теперь заявитель должен будет, наоборот, доказать то, что контрагент по сделке знал и должен был узнать о том, что определенная сделка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью. То есть теперь, получается, бремя доказывания переложено с ответчика на истца? Да, и это достаточно серьезное бремя доказывания, потому что доказывать недобросовестность всегда очень сложно. И мне кажется, включение вот этого обстоятельства в состав доказывания, оно также осложнит оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Костя, спасибо. Теперь мы знаем, что именно нужно доказывать, когда мы оспариваем крупную сделку или сделку с заинтересованностью в 2017 году. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. До скорого!